Так кожен пес заграє. Це щепляться. А может, сначала выпьем чаю с котлеткой? Я правильно понимаю, никаких взаимодействий с криптовалютой? Вы Взагалі. ничего не понимаете, что это за Ну, мир? Дима, не бреши. Кілька хвилин в руках тримав великий біткоін. Добрый вечер, день, утро или что там у вас, наши уважаемые, любимые любители криптомира. Это Гагарин Шоу, рождественский выпуск. Ура! Ведущие Феликс Редько, Владимир Носов, Глеб Ушаков и, о господи, они, группа Каска! К черту следующие регалии. Любовь. Тебе же сказали, Заставка. аккуратней, сгорит все. Я вас любила, ой, ла-ла-ла-лай. В состав входят Саша Зарицкая, Это вы, да? так, Дмитрий Мазуряк, Вот он. так, вот он, и Никита Будаш, Я? мультиинструменталист. Воу. Это вот как? Это то есть ты одной рукой на одном инструменте, втором на втором? Мультиинструменталист, если серьезно, это человек, который играет на куче разных инструментов, правильно? Естественно. А ты вот играешь, какие шашки? Вот ты же шашки играешь? Русские, Обычные шашки. бразильские, международные. Можно ли тебя назвать мультишашист? Мультишашист. Ты, значит, почему-то сказал, что Никита мультиинструменталист, но совершенно не сказал, что Саша — это вокал. Ну, я думаю, це і так Не, ну как бы, зрозуміло. ну вокал понятно, духовые инструменты понятно, а А что такое мультиинструменталист? Но, кстати, было бы неплохо отметить, что Дима, значит, это духовые инструменты, у тебя тоже это было написано. И ты тоже это не прочитал. Да, ну Там это, просто ну, складні духовые слова. инструменты, это понятно. Его просто зацепило слово мультиинструменталист. Да. Я думаю, нужно сакцентировать внимание, кстати, на очень важной детали, что Саша, она же, помимо всего прочего, она не только вокалистка, лидер группы, но она еще и харьковчанка. Правильно, Саша? Да. Да! А где вы познакомились? Вот. Ну, вже в Києві, Ваша тройка. звичайно, в центрі світу. Это так называется магазин? Ні, це так. Тысяча мелочей, центры світу. Вы выбирали это так дубленки, ты заставляет видишь, в чем сказать. ребята Все по 10 одеты. гривен. Да. Кайф, прикольно. Слушай, Феликс, Когда вы есть у тебя участвовали- какая-то информация о Дмитрии, например? Да, у меня есть Я информация шифруюсь. о Диме, что вот Саша в одном из интервью шутила, что пришлось серьезно повоевать за Мазуряка с народным коллективом Калина. Калина. Что это за було история, таке. Коротше, історія полягає в тому, що я мав іти на роботу, я вже пройшов конкурс і мав іти на роботу в ансамбль «Калина», який... Что это за ансамбль? Ну, це народні пісні, Відомий, танці і так далі. відомий. Ну, тобто, типа хор вірьовки і тому подібне. Ну, тобто, Это государственный какой-то, Так, це державний колектив, який займає ту нішу. І, коротше, і я пройшов, все нормально, і потім за день, буквально от завтра в мене перший робочий день. Нишевый продукт, скажем так. Да, і, коротше, і в мене завтра перший робочий день, а сьогодні мене викликають в офіс і... Короче говоря, ми його купили просто. і Коротше, все. да, і кажуть, давай ми тобі ми пропонуємо тобі роботу, контракт. Я такий подивився, ну, типа, мені там взагалі ліпші умови, і мені поміняли умови, я такий, все, я ваш. Поміняли Ні, умови, це ні. просто заплатили на 500 гривень більше, ніж Калина. Це правда. Да люди в коллективе надо, Калина надо. всю жизнь ради этого работают. Ну, правда. Уже смотри. было понимание проекта, да, что вот каска, да, там? Что это? Да, йому бачите, То есть який он, він получается, на одной руке у него Калина, Да. с другой стороны каска. Он сделал сказочную калину. Ду-д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 у. Раз, 500 гривен. 500 прилетело. І там така мелодія. Тур-дур-ду. І хто хоче стати мільйонером? Довго думав, Да, які да. перспективи? А слушай, вот ты смотри, если кто-то напевает песенку, он все время вот это ту-ду-ду-ду-ду-ду. Я не знаю, почему. А представляешь, сколько он напевает их? Понял? По нотам разобрал тебя. Принесіть хтось пляшку з водою, ще є один прикол. Да, ну, желательно Да, такое. и в этот момент не продюсер только с Каски водой. такой, 500 гривен.
Это того стоит. Человеку... Не, на самом деле... Нам говорили, что вы обладаете некоторого рода талантами. И он такой, да, вы знаете, я обладаю некоторого рода талантами. И, например... Сейчас, 2 секунды, пальцы уже не те. Да, поплювати на руки. Да. Смотри, а я могу вот так вот дуть в руку, и волосы сейчас будут подниматься. Смотри. А ну. А як ти носом, помниш, ще в дудку? Компот Цього пил. треба сопілка. А в тебе її нема? Є в гримерці. Владюша, ще сопілку захвати. Спасибо. Ще сопилку, а что еще? Сейчас что-то будет. Стакан воды и сопилка. Це наш козир. Посмотри, какая сопилка. Ты Сопилка, кстати, посмотри. маленькая. Да, така чисто. Голландский. Ой-ой-ой. Можна. Це якщо голландський десь в бамбук? переході- Це ні, я не знаю, що це. Це якийсь. Это потик. бамбук. Нет? Потик. Потык. Ты видишь? Але так кожен пес заграє. Це ще 500 гривень. Це $500. Не, я понял, Еще гайморита, 500 гайморита нет, да? Ничего себе. Кстати, левая и правая ноздря очень отличаются. Дмитрий, я прошу прощения, какими отверстиями еще вы можете играть? Залежно Я від дала суми, вам яку ви щось вище в запропонуєте. Слушай, ты сказал, Может, любой, формат не выдержит. кто может Пес, сыграть? да, Пес? я сейчас Можно я попробую? попробую, пожалуйста? А можно это гигиенично, все нормально, да, или лучше не попробуй. нужно? Ну, после носа, Ну да. конечно. Я не думал, что я когда-то скажу это кроме сумм, где-то кроме сумм, но куда дуть? Я думаю, ти знайдеш. Не, серьезно. От туди, Ні. от туди. Вот в эту штуку? От туди. Ні, от прямо туди, да. І пальцями язиком і пальцями. Тобі дуже Работай языком. А ты говоришь пес. Язиком і пальцями. Все. Какая-то грустная у тебя. Ну, Мінорне. десятку ти б вже заробив. Я в Калину попался, скажи. Не знаю, не Ти знаю. знаєш, скільки вони але днів на весіллях? У нас Це треш, 5 це днів просто. буває двіжуха просто нон-стоп. І ти граєш з 2 години ти спиш і потім далі граєш. І так 5 днів. І все. И все в этот инструмент. Ні, взагалі дуже багато А, інструментів. в разные. Да, За можна- їжу. Можна отак. А это не самый плохой расклад, к слову. Человек сыграет на бутылке воды, Ні, посмотрите. я просто хотів попити, попросив, А. щоб мені принесли. На бутылке воды. Ну, сыграет сейчас на бутылке воды. Да нет, сейчас будет фокус какой-то. Не та тональність, да? Да, там різні Тональність ноти. не та ще. Ну, логично, да. В зависимости от... Не, ну так каждый пес сыграет. Так, а ну еще, а ну А давай. ну, тихо. У тебя низкокачественная дырка. Пальцями і язиком, пам'ятай, пальцями і язиком. Мне кажется, он просто свистит в бутылку, какая разница. Нет, сейчас, Мне тихо. кажется, Дима издевается. Феликс, он просто свистел. Бутылка для вида. Свист. Свисти в бутылку. Дунь! Парни, я понял, это не для меня. Що, наступний Ну, не левел. получается. Ты видел? Через... Ты понимаешь? Саша, спасибо большое, что ты приехала. Очень интересный гость вот это вот. Да. Да, ты кто? Ты кто такой, а? У мене робота така. На, звонок делаешь? Подожди. Так, А посвисти в биткоин, пожалуйста. Ты можешь? Давай. Да денег не будет. не-не. Ну, не так эффектно. Найди О, так дырку. ти ж можеш як на барабані. Это мультиинструменталисту надо. Вот, да. Ансамбль імені Гагарін Калина. Шоу. Любі закохані, ви можете звернутися за номером 0. За коротким номером. Короткий номер. Ми заспіваємо на вашому Ну весіллі. что вы как молодые? Надо вначале завлечь.
Слушай, Ну, то есть должен быть какой-то слоган такой. Чи бувало в вашому житті так? Чи свистіли вашу дирку? И Якщо вам было ні, добре. гурт Або кас. ваша дірка ще ніколи не свистала так, Як у Діминих руках. Реферальная ссылка в описании. 500 гривен, ребята, заказывайте по промокоду Гагарин Шоу, корпоративы указка. 500 гривен, Подписывайтесь на корпоратив канал, указка. ставьте лайк, отправляйте бабушкам в Viber. Давайте, делайте все. А вони вам картинку таку з синочком в ответ. Ксюшенька, О, Да. Ксюшенька. У меня для вас что-то есть. что-то есть? Гость. И гость. Гость и гость. Да. Саша. А может, Ой, сначала спасибо. выпьем Свой чаю человек. с котлеткой? Наш человек. С котлеткой? Конечно, надвое разрезанная, и там горчичка. О, как. А котлета куриная или... Это они или на какая? Карпоре у Януковича выступали, понял, услышали такой разговор. Це хто? Я не знаю таких штук. То там, Він що, тут ростовський, головний? Чи вже не головний? ростовський баловник. Значить, слушай мене, дорогой. Давай, киш. Фестиваль пародий на Виктора Федоровича Януковича объявляется открытым. Добрый вечер. Призовой фонд в 500 гривен. С лицом Януковича. Только здесь и сейчас. Остановитесь. Остановитесь. Ні, це що? Водка, Саня. А ти маєш Не сказати, позорь а мене. що? Уважаемые подписчики, тому, кто посчитает, сколько раз пошутили про 500 гривен и напишет правильную цифру в комментарии, мы подарим, угадайте, что? 500 гривен. І чашку, Вот такой вот оперативный розыгрыш. і білети на наші концерти, Оу. коли вони почнуться. И я правильно понимаю, никаких взаимодействий с криптовалютой, вы Взагалі. ничего не понимаете, что это за Ну, мир? Діма, не бреши. Ну, хоть в двух словах вы хоть что-нибудь же должны Что знать. ни одного биткоина не надо Кілька делать. хвилин в руках тримав великий біткоін. Было Єдиний такое, было, зв'язок, люди єдиний говорили, люди зв'язок. говорили. Уровень погружения в тему профессионала. Да. Было. Блін, У ну, меня есть предложение Я познакомить знаю ребят только что- с криптовалютами элементарным образом. Я им порассказываю сказок. Так. Смотрите, я вам буду читать новости в какой-то степени, это новости, или факты про биткоин и про другие криптовалюты. Некоторые из них это правда, а некоторые из них это сказки полные. Ваша задача как бы послушать и интуитивно понять, где я вам наврал, а где все в тему. Ох и плут. А? Ох и Попробуем? Целое. Если Попробуем. Да. Кстати, ребята, вы тогда будете помогать, да, наверное, как-то, может, направлять. на- Первый раз, кстати, слышу. Итак, ребята, читаю вам первую новость. Интуитивно принимаете решение, правда это или сказки. Первый факт. 8 лет назад программист купил 2 пиццы за 10 тысяч биткоинов. По состоянию на 2018 год получается, что он заказал еды на 83 миллиона долларов. А Это- почему на 2018? Ты за... Потому что я новость брал из 2018 А нельзя, года. может, на- А я сейчас не знаю, как это конвертируется. Просто 10 тысяч умножаешь на 24 тысячи. Получается сколько? 240 240. 240 миллионов, представляете? Вот как вы Правильно. думаете? Я это сочинил? Или а нет? коли він замовив? В якому році? Ну, уже 10 лет назад. 8 А. років тому. Получается, в 2010 году Брехня. он купил себе пиццы. А Скільки сейчас упаковок это... піци було? А с чем она 2 была? пиццы С было всего. сыром, солями или 4 сири дороже. барбекю барбекю? с сырными бортами. Ну, може може бути. бути. Може бути. Ну добре, це правда. Давайте Вы грати. думаете, что это правда? Так. Ребята угадали. Воу, да. Слушайте, парни, расскажите, это реально популярная история, что кто-то когда-то давным-давно... Более того, он видел этого чувака, и он лично ему рассказывал вот эту историю. Дело в том, что... Серйозно? Да, пицца... А потім да. цей чувак почав Піца розказувати мен цю його історію називають. всім. А что с ним случилось? Ну, в Bitcoin каком он Pizza Day состоянии отличается психологическом? даже насчет этого заказа. Просто В мае. в тот момент, когда он заказывал за 10 тысяч биткоинов пиццу, биткоин тогда стоил... Там меньше в общем, 1 цента, эти 10 наверное. тысяч биткоинов, это были, по-моему, если я не ошибаюсь, $52. Да. Вот. И он реально заплатил биткоинами за пиццу. И он потом еще заказывал пиццу. Это просто вот этот первый случай попал в историю. И с этого времени отмечается биткоин Pizza Day. Следующий факт. Первый в мире биткоин был официально, но анонимно выслан премьер-министру Японии, который общественно заявлял о том, что криптовалюта — это надувательство и очередная пирамида. Так а на що воно йому тоді? Нет, так это как бы стёб был такой в его адрес. Вот вышел чувак, премьер-министр Японии, и говорит, это все лажа. Я думаю, це неправда. А звідки він знав про біткоін, якщо його не було? Не, ну вот как бы технологии разрабатывались, он говорит, это все будет... Ти що ж плетеш? Я думаю, що це брехня. Я думаю, теж брехня, бо ну, Японія прогресивна країна. Я думаю, Так. прем'єр-міністр там класний чел.
и он стопудово владелец биткоинов. Конечно. Це тепер точно. Ребята, Ему вас ж на выслал. контрактах не наебешь. Вы очень хорошо шарите. Аплодисменты ребятам. Все правильно. Пока что правильно. Сразу переходим к следующему. Kanye West или Kanye West, или как правильно? Kanye West. Kanye West официально заявил, что в виде протеста против американской налоговой системы он будет принимать все гонорары в 2021 году в криптовалютах. Не чув такого. Но он же там вообще чуть-чуть Ну сыкнулся, да. его там Я бы на- даже Я думаю, посчитал що это за правда. правду. Правда, бо він, Думаю, що він ні. трошки вже все, да. Есть еще дополнение к этой новости, ребята. Так, Там да. небольшая деталь, что такое же заявление вслед за Канье сделала Ольга Сумская. Тоді ні. Тогда не- Не, ну я угораю, я просто добавил. Ну как вы думаете, вот если без приставки с Ольгой Сумской, правда, неправда? Діма, що думаєш? Подивись Я йому думаю, в вічі. що могло би бути. Я просто у вічі не можу, бо там окуляри є бар'єр. Конечно. Энергетический. А зніми, Да, будь да, ласка, да, зніми зніми. окуляр. А насвісти ему. Я думаю, що ні. Я окуляри. думаю, що... Или в одночку. Посвести мой Ні. глаз. Ні. Думаешь, что это неправда? Ну а у групп советовать? Група, що? Мне кажется... Ні. Ну, конечно, вы правильно отгадали, ребят, вы шикарно Е! идете. Вы шикарно идете. А який нам буде приз, якщо ми це відгадаємо? 500 Вы гривен. 500 продолжите гривен, участие что в на нашем ясно. шоу, ребята. Вот такой вот приз. Как вы думаете, правда, неправда? Смотрите, существует такая криптовалюта, называется она Podcoin. Создана для рынка... Подкоін. Я вже... Подождите, можна рекламну Так, паузу? все, рекламна пауза. Кажи. У нас в гурті є таке слово, коли на фотосесіях, коли ми розуміємо, що кадр фігня, або просто ми хочемо процес призупинити. Є таке слово. І слово це діалектичне, гуцульське, яке звучить подка. Тут його можна буде запікати. І означає він... Именно для гуцульского региона. На регіон. І означає він нічого інше, як жіночий статевий орган. Тому подкоін Подкоін. звучить якось так дуже Ну, різноманітно. возбуждающе. Так может это гуцульский проект? По-любому десь під Итак, п'ять Podcoin, елементів. есть такая криптовалюта, создана для рынка легальной марихуаны. С ее помощью можно абсолютно безопасно покупать и продавать легальную марихуану, не опасаясь, что полиция ошибочно примет вас за драгдилера или наркомана. Поки що все сходиться. Мені я кажеться, що думаю, це так. неправда, бо якщо б це наркомани називалося саме з травою, вибачте, асоціювалось, то це б називалося якось там біткоін або... Ну что вы думаете, реально, в современном мире существует думаю, что специально такая система, чтобы людей невиновных за марихуану легальную не сажали в тюрьмы. Вот они пользуются и все, и сразу видно чистые, правильные. Ні, Я считаю, что... я голосую за біткоін. Итак, вы считаете, что неправда? Ребята, они дали первую осечку. Это реально существующая криптовалюта, но их надо поддержать. Давайте их все равно поаплодируем. А Так. знаешь, почему они не угадали? Потому Почему? что вся эта курительная тема им совершенно не близка. Вот, точно. правда. Оп. Другое дело, вот эта штука. Да. А, гуцульский мат это нормально. Это нормально. Итак, давайте финальное. Смотрите, ребята. Либо я придумал и не могу это прочитать, либо просто я не могу это прочитать. Не знаю. В общем, называется как-то... Або в чашці не чай. Або в чашке не чай. Useless Ethereum Token. Первая криптовалюта, которую открыли и разработчики этой криптовалюты прозрачно гарантируют инвесторам абсолютно ничего. У них на сайте написано: вы даете деньги каким-то неизвестным людям в интернете, они их берут и идут, покупают себе на них что-то. Серьезно, не покупайте эти токены, говорится на сайте. На данный момент эту криптовалюту купили на сумму $270 000. Правда, я думаю, правда. Реально какие-то парни решили угореть, сделали криптовалюту, сказали: ничего мы вам не Фрики. дадим, не скидывайте, Чуть-чуть а люди фрики. скидывают. А люди скидывают реально. Я думаю, правда. Ну, це прикольно. Итак, Глеб, Вова, а вы как думаете? Ну реально, может существовать такая криптовалюта с технической точки зрения, которая автоматически ничего тебе не обещает? Ты Да, никогда мы в знаем, жизни что не она заработаешь. существует. Смотри, в криптовалютном мире, в мире блокчейна и криптовалют вообще никто никому ничего не обещает, кроме мошенников. Только мошенники обещают. Поэтому запомните, если вы слышите обещания какие-то и гарантии, то это, значит, где-то рядышком маленький пи***. То есть, если эти ребята обещают, что они ничего не дадут, значит, и они мошенники. Да. А это ж нормальная ситуация. А це, Вони уголовно заходять, наказуємо? Что именно? Ну, От вся Обман. ця мошенничество діяльність. на криптовалюті.
Мошенничество в любом виде это уголовно наказуемо. Но Поэтому доказать хомяков, тяжело. которые мошенничают, надо сажать, конечно же. Потому что они же все портят. То есть, получается, технология такая передовая, крутая, и, как правило, к такой технологии всегда сразу нарисовываются такие чувачки, которые как бы разбираются, да, там, там или чуть-чуть, или приблизительно хотя бы. Ну, а людям, не понимающим, как бы, да, сильно же проще, просто там, знаешь, много слов напихать всяких модных, и люди верят, такие: майнинг, технологии, клауд, ага. Это блокчейн, это транзакция. Хэш-транзакция. А вы видели, во сколько раз выросла? Видели? Видели? Хотите так же вырасти? Я повірила вже. Да, конечно. И все. И вот так вот, хопс. Минус 500 гривен. Минус 500 гривен. Итак, мы резюмируем, что несмотря на то, что ребята в доску ничего не понимали про биткоин, они смогли в большинстве случаев, подавляющем, ответить правильно. А значит, у нас будет шикарный выпуск про биткоин, криптовалюты. Аплодисменты Каске. Большие молодцы. Перспективные ребята. Мы их сегодня зарегистрируем на бирже, на кошельке. Подаруйте нам биткоин. В конце этого выпуска они будут майнить вы догадались, валюту. что мы это Досмотрите до сделаем? конца. Сьогодні ви втратите Где на криптоцноту. Гуцульщине обмен валют? Криптоцнота. Клас! На секундочку. Криптоцнота, кстати. А ви вже багатьох Распечатали много из вашего бизнеса. Криптоцнотнули. Девочка, ты у нас вторая, если что. В смысле? Це мило. А я насторожился. А вы заметили, что биткоин начал расти, когда я стал третьим ведущим шоу? Ребята. Талисман. Вот. Ти самий лучший, давайте далі. 500 гривен. 500 гривен. Почему он начал расти? Вследствие чего? На пальцах это возможно объяснить или нет? Если в двух словах, то, соответственно, каждый рынок, да, там, в частности, рынок криптовалют переживал определенные всплески падения внимания, интереса, в том числе со стороны там, профессиональных трейдеров и профессиональных игроков. И вот сейчас, в последнее время, на протяжении всего этого роста, да, вот биткоин рос там, вот, и на протяжении, значит, этого роста все больше и больше начало появляться новостей и заголовков о том, что крупные компании разного толка начали вкладывать огромные суммы денег в биткоин. Я думаю, что вот эта история, то есть они поверили в эту технологию, вот, уже пришли к тому, что, как бы, да, там, перешли от отрицания к принятию. Кто это, например, был? Ну, это, например, компания MicroStrategy, которая вложила на сегодняшний день уже $1 150 миллионов в биткоин, при условии того, что это технологическая компания, вот, ее акции котируются на фондовом рынке, вот, они 500 мультов кинули собственных, потом 650 еще заняли, тоже купили биткоин, вот, и знаете, что самое интересное? Пока они вот это все делали, биткоин рос в цене, и в третьем квартале их компания показала наибольшую прибыль за всю историю существования за квартал в рамках того, что просто часть своих денег реинвестировала в биткоин. Подскажи, пожалуйста, инвестировать в биткоин, это что значит? Просто купить биткоин или как-то биржу свою создать там? Не-не-не, просто купить. Ну, смотри, можно торговать, когда, да, там у тебя там есть, там, ты ловишь какие-то уровни, там, чуть дороже продал, потом чуть дешевле купил, там, и так далее. Вот. А инвестировать, ну, это имеется в виду купить, приобрести актив в долгосрок. В твиттер-аккаунте Илона Маска опубликованы странные шутки о биткоине. Возможен взлом. В шапке Маск теперь назван ex-CEO Dogecoin. Есть такой, да? CEO Dogecoin. CEO Dogecoin. В одном из твитов в качестве стоп-слова для BDSM Илон Маск предложил слово биткоин, чтобы не было сомнений в контексте. Далее была опубликована фривольная картинка. Вот такая вот. Значит, вот это Илон Маск, человек, который людей на Марс решил отправить, вот это вот такой вот он постит в своих соцсетях. А я недавно, кстати, знаешь, где-то прочитал, что не собирается он никого отправлять на Марс, он просто инопланетянин. Рептилоид, пытается улететь на Землю. Я тоже слышал, кстати, Себе на родину, точнее, обратно. И, в общем, Да, вот это он все делает, чтобы улететь домой. Эту фотку подписал еще дополнительно биткоин, почти такая же, как фиатные деньги.
Вот так вот. И пользователи предполагают, что это какой-то взлом, что это не Илон Маск написал. А я думаю, что это Илон, и он очень часто, уже на протяжении длительного периода времени шутит, на самом деле, о вот этой криптовалюте Dogecoin. Dogecoin — это такая криптовалюта, которая не имеет никакого предназначения, какой-то конкретной задачи. Ее создатели, в принципе, сказали, что придумали ее в прикольчик. На логотипе такая смешная собачка из Скуби-Ду. Вот. И она получила мировую известность, потом в какой-то момент ее капитализация перешагнула миллиард долларов. Вот. И это все как бы в шуточку. Смеемся дальше. Прикольно. Смеемся дальше, Слушайте, ребята. ну у Илона Маска, у него же много вот этих прикольчиков, когда он то текилу начнет продавать, то огнетушители сделает, то Dogecoin. Может, Он просто показывает на том, что социальные сети... Чувак, он это- с шутками, прибаутками и покуриванием травки на радиоэфире. Как бы нет-нет, да и сделал самую дорогую компанию в мире автомобилей. Ну вот. Это что такое? Это он просто пиарится таким образом? Или у Это него он нет просто, мне денег? кажется, кайфует просто Он уже. просто имеет Він просто мир. робить, що він хоче, бо в нього куча бабок. Жительница Воронежа потеряла 800 Извини, тысяч пожалуйста, рублей. извини, что я перебью. Наша любимая рубрика... Не извиню. Наебные люди. Давайте. Жительница Воронежа потеряла 800 тысяч рублей в попытке заработать на криптовалюте. Спасибо. МВД Воронежа возбудило уголовные дела о мошенничестве и краже средств после поступившего заявления от местной жительницы. Потерпевшая рассказала, что с ней связалась неизвестная, представившаяся сотрудница финансовой фирмы. Она убедила пенсионерку заработать. По словам звонившей, женщина должна была переводить деньги на различные счета и якобы получать прибыль от покупки криптовалюты. А звідки у пенсіонерки 800 тисяч? Каждый рублей? божий Вопрос выпуск остался случается открытым. одна и та же лажа, Да. и происходит одни и Ну, те на же похорона. вопросы. Надо же, что Надо, красиво. надо, Как надо. ей Вероятно. объяснили, что она заработает на криптовалютах? Пенсионерке. По телефону. По телефону. Мне кажется, объяснял это все ее сын ей, Да, Який просто- і забрав ці гроші? который забрал эти деньги. Ну, Дочь, скорее всего. дочь. Или Все, ми дочь. провели свої... Неизвестная. Скорее. То есть свои-то в первую Но очередь. она могла квартиру какую-нибудь в банк зарядить, как бы, И кредит 800 взять. тысяч. Да, там это вообще без проблем получить такую сумму. Кошмар. Но у нас дело в том, что это постоянная рубрика, то есть так или иначе появляются сообщения о том, что жительницу какого-то, как правило, жительницу, акцентирую внимание, что женщина любит ушами и как бы и криптовалюту. проигрывает, как Телефон правило, много когда слушает разговаривает. ушами много. Вот, как бы, и все. И, значит, ей говорят, значит, в разных регионах периодически нет-нет, да и звонят женщинам и говорят, здравствуйте, и как бы, пожалуйста. А еще есть такой прикол, что вот, ну, то есть у человека тупо выманили деньги, ну, как бы, и сидят они в МВД, такие в Воронеже, говорят, так, Кто виноват? не, смотри, зачем нам не раскрытые дела? Тем более, это ж, мы же знаем, что это школька звонит, ну, как бы... А он всё уже занес? Доляху-то занес. Так, пиши. 150 уже лежит в верхнем Пиши, ящике. значит, пиши, значит, 500 гривен ровно. забрали 800, перевели в крипту. Это уже делал криптополиция. А ее не А существует. ее не существует. Всё, мы Дело как бы- закрыто. Дело закрыто. Не, она существует на бумаге, поэтому мы туда типа оп, Оп, И всё. а оттуда нет ответа. Да. киберполиция молчит. Нет, в России нет Киберполиция. киберполиции. А может и есть, конечно, но, видимо, они просто добавляют слово криптовалюта и раскрывают таким образом преступление. А в Украине есть киберполиция, и это самые крутые чуваки. Боже, никогда в жизни не видел более синхронного указания пальцем. Уважаемые наши зрители, сейчас будет очень простая игра. Наконец-то в 3-м сезоне вы сможете услышать своими ушами потрясающий вокал Владимира. Это Ну, сейчас там- будет ужасно, чувак. Там еще, да, там еще Саша споет, но мы понимаем, ради чего мы будем смотреть эту игру. Мы посмотрели у студии «Союз» игру, которая называется «Вы орете великолепно», будет определенная полоса препятствий, шарик, биткоин, и в зависимости от того, насколько громко ты кричишь в микрофон, шарик то вверх, то вниз. Задача — пройти весь трек под ваши аплодисменты. Первым в этой игре участвует Владимир! Легко, как говорится. Так, а выберешь песню себе? Так, Так, какую-то новогоднюю или какую-то блатную? я буду петь песню «Иванушки, тополиный пух». Великолепный выбор. Поддержим Вову. 3, 2, 1, все.
Смотри, 3% прошел уже. Уже 5. Отлично. Пой! Ласковое море. Нельзя отпускаться даже после... Нельзя. Можно только прям по первому ехать, вот потому что самая низкая, а там нельзя. все, понял. Пальцы мелом. Давай. Ты рисуешь. Бро, 5 попыток дается. Вова, можно в самый верх врезаться, в самый верх можно. Давай, я тебе помогу, давай. Отлично. Ты рисуешь лето, ласковое море, трогаешь ладонью. Опускай. Воду, воздух, время, то, чего не знаешь. И беспечной птицей в небо улетаешь. Тополиный пух, жара, июль, ночи такие звездные. Ну иди ты помогай. Иди ты попробуй помочь. У него еще 2 попытки. Давай, поехали. Я уже все... Еще, наигрался. Ты рисуешь лето, ласковое море, трогаешь ладонью воду, воздух, время, то, чего не знаешь, и беспечной птицей. 48%. У меня рак ушей начался. Смотри, как это делается. Смотри, как это делается. Все, я не играю с тобой. Вообще испортил мне жизнь человек только что. Только первую фразу. Знаете, как он подтанцовывает? Да. Ласковое море, трогаешь ладонью воду, воздух, время, то, чего не знаешь, и беспечная птица в небо улетает. Тополиный пух, жара, июль, ночи такие. Ты пойми, что первый поцелуй. Но все равно получше. Не дотянул хорошо. поцелуй. Но все равно отлично, да? Супер. Поаплодируем, неплохо. 52 мы с Вовой смогли. Спасибо. А теперь давайте посмотрим, как это делают профессионалы. Александра. Давай. Короче, просто, у нас с Вовой музыкальный слух, мы, Не можем такую не портачку можем. делать, да. Так, короче, вибрали помічника. Так. Дима, пошли. О, этот в музыке ничего не понимает. На Так что, мне бутылках тоже может играет. вниз стать? Так, у нас 52%. 52%, ребят, вам ничего не светит, вы же понимаете. Да, сейчас посмотрим, Сейчас что это. знаю. Давай, окей. А ти знаєш, що це Ні. пісня? Ну, може, знаю, зараз подивимося. Сердючка, кстати, на русском. Дима супер помощник. Ла-л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 а. Вы устали от забот, все пройдет. Вам немножко не везет, все пройдет. Дима молодец. От чего душа поет, тело просит. Дима красавец. Новый год, Новый год, Новый год. Дима, помогай. Давай разом. Дима, давай. Вы устали от забот, все пройдет. Ладно, я не буду в ноти співати. Давай ще Давай, якось попробуємо. просто. Ты не сможешь не успевать не в ноты. Это ж сложно. Вы устали от забот, все пройдет. Вам немножко не везет, все пройдет. От чего душа поет, тело просится в полет. Новый год, Новый год, Новый рик. Слухай. Тело просится Покотимся, в полет. котимся. Новый год, Новый год, Новый год, Новый год. Є. Душа в Новый год. Там идет Новый год. Лед. Сколько? Це дуже важко. Сейчас я это 30. сделаю. 30. Вы устали от забот, но пройдет. Браво! Браво! Помагає. Давай. Контрольний. Давай. Давай! Да, точно, вам нужна группа, ребята! Устали от забот, все пройдет. Вам немножечко не везет, все пройдет. От чего душа поет, тело просится в полет. Новый год, Новый год, Новый год. От чего душа поет, тело просится в полет. Новый год, Новый год, Новый год. Пусть
Пусть растопит в душах лед. Новый год! Все печали заметет. Новый год, люди, когда встречать, скоро будет. Новый год, Новый год, Новый год! Не надо петь! Не надо петь! Скоро год, Новый год, Новый год! Ла-л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 а. Скоро в двери вам войдет Новый год! Выйдет с нами и споет. Новый год, Новый год, Новый год! Каждый пусть тебя нальет, выпьет с нами и споет. Новый год, Новый год, Новый год. О, Боже! І так зараз. И вот так вот. Видите, вот в чем ваша сила, в том, что у вас команда. Просто орать. Ребята, самое главное, что биткоин не упал. Ну что же, друзья, как известно, хорошего понемножечку, поэтому, конечно же, наш выпуск заканчивается, но в подарок по нашей традиции прекраснейшей будет супер песня от нашей супергруппы, просто покорившая миллионы сердец, невероятные голоса, невероятные музыкальные инструменты, и все это для вас, наши дорогие подписчики. Сегодня в этом выпуске Гагарин Шоу «Казка». Аплодисменты! Просим! А від нас хочемо сказати, що ми дуже вдячні вам за запрошення. Ви дуже круті, ви сьогодні нас просвітили максимально. Як на Рентгені. І ми бажаємо вам тільки найкращого, бажаємо 1 мільйон підписників і просто мільярди доларів. От. Дякую, 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 вас дякую. розвлікати. Від серця до серця, дякую. Дякуємо. Від серця до серця. Слів більше віри.
ла-ла.